Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вход, как всегда, пишется на сам девайс, потому что у него есть камера. Это Samsung S7 FE. Почему не 8? Потому что посмотрите на 8 цены и поймите, что я не буду покупать девайс, который стоит дороже, чем яблочный ноутбук. Неразумно. Опять же, это мое субъективное мнение. Не забываем, что на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно. 30 числа следующий момент. Не забываем, что все девайсы я прогоняю через себя. То есть я покупаю, после этого иногда продаю, иногда оставляю. Этот планшет я купил сыну. У меня iPad 11 Pro, у супруги iPad 12 Pro на 12 дюймов. У сына был эйровский, но он его разбил. Что я хотел бы сразу отметить. Камеры, несмотря на то, что маленькое разрешение, работают хорошо. Микрофон вы слышите. Здесь проезжают мимо машины, это раз. Помимо того, что проезжают машины, ветер довольно сильный. По комплекту шик, блеск, красота. По упаковке все то же самое. Мне все очень понравилось. Понравился его звук. Не понравилась мне его оболочка. И что еще, вы узнаете в ролике. Но здесь много моментов, за которые можно зацепиться и сказать не стоит. S8 я даже не рассматриваю. Я покупал его, брал его, получается, по предзаказу, потом отказался. Это лютый оверпрайс. Неразумно. Смотрим. А это дело обошлось мне, барабанная дробь, в 38 тысяч рублей. То есть здесь есть возможность ставить симку. Я понимаю, что по этим ценам практически нереально сейчас будет найти девайс. Кто ищет, тот всегда найдет. Добавляйтесь в телеграм-канал со скидками, в телеграм-канал взаимопомощи в описании. Очень запаковано классно, потому что полиэтиленовая пленка, вот только что я распаковывал яблоко, она поддостала. И вот такая штука, она, конечно, поприятнее будет и тактильно, и морально. Почему-то здесь есть следы, к слову, того, что устройство было в чьих-то руках. Для меня это дикость, но ладно. Очень удивительно для меня, я об этом не знал, что здесь сразу Pencil идет в комплекте. Если вы знали, то плюс вам в карму. Разумеется, наклейку я сдираю, потому что я планирую данным устройством пользоваться по-серьезному. Блок для зарядки максимально убогий у нас на 15 ватт, да и ладно. Кабель для зарядки длинный и документация со скрепкой для извлечения сим-карт. Возможно, кому-то будет полезно. Мне для планшета сим-карта абсолютно не нужна. Не знаю, зачем она нужна кому-то. Разумеется, под это дело, по-моему, продают клавиатуру. Стоит она космос, как и новый планшет. Поэтому смысл покупать, если вы не по предзаказу. У Samsung покупали планшеты. Допустим, сейчас S8 шел по предзаказу с... Чем? Правильно, с клавой. А клава отдельно стоит сколько? 33 тысячи рублей. Целесообразность покупать без клавиатуры, если она вам нужна, нулевая. Разумеется, при вас сейчас я единственное, что сделаю, это проверю, есть ли здесь все-таки слот для сим-карт, за который я переплатил, пусть и немного. Ага, пленка здесь опять от Samsung. Не люблю я эту пленку. По-моему, только они сейчас обклеют ей, или какие-то совсем дешманские бренды из разряда там китайского Китая. Можно запихать microSD и можно запихать симку. На 50% он заряжен. Все на русском языке. Цвет, блеск, красота. Спасибо Samsung. В это сложное время он меня порадовал. Смотрим. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, а именно черный, серый, розовый и зеленый. Правда, мне встречались в магазинах только черные. Дизайн привлекательный, мне он импонирует, но я больше предпочту, разумеется, дизайну яблочных планшетов, хотя яблоко это зло. Тыльная часть как рамки из алюминия. Габариты 185 мм на 284 и на 6,3 мм толщину. А вес всего 608 грамм. Тактильно приятный и не скользкий, в руках держать удобно, прямые грани не натирают, что хорошо. Печатать, конечно же, двумя пальцами не совсем удобно, он огромный, но возможно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем, внимание, USB Type-C версии 3.2 Gen 1, это нереально круто, за это огромное спасибо. Хотя он расположен несимметрично, это прям нервирует. 2 микрофона, 2 стереодинамика и да, их не 4, как хотелось бы. Я считаю, что это фейл, так как звучание АКГ хоть и неплохое, но лично мне звучание Xiaomi Pad 5 Pro больше нравится, и там 4 динамика. Но несмотря на это, Dolby Atmos на борту. Далее есть непрорезиненный слот на одну сим-карту и карту памяти до терабайта, за что отдельное спасибо. Но напоминаю, что также есть версия Wi-Fi без слота. В основном ее, кстати, и продают. Также есть магниты для пера S Pen, которая входит в комплект, и 2 углубления, по всей видимости, для клавиатуры от Samsung. Ее в комплекте у меня не было. Защита от влаги
бумаги нет, что неудивительно для планшета, но я считаю, что производителям нужно над этим задуматься, так как если они поставляют планшеты в версиях LTE, значит люди, которые приобретают данные девайсы, рассматривают вариант использования его вне дома. И кто знает, что может случиться с устройством, если оно попадет под мелкий дождик. А в Петербурге это очень как часто происходит. Сборка хорошая, ничего не прогибается. Летим дальше. Планшет оснащен TFT IPS дисплеем с разрешением 2560 на 1600 точек, WQXGA на 12,4 дюйма. Большой он. Глубина цвета экрана 16 миллионов, плотность пикселей 244 ppi, хотелось бы большего, так как данных спеков, конечно, для такого размера экрана маловато. Плотность слабенькая, при этом цветопередача хорошая, картинка четкая и насыщенная. Но в Genshin Impact все надписи, да и в принципе сама картинка по мне мыльная. Возможно, игра не оптимизирована под это устройство на данный момент, так как в других играх дела обстоят намного лучше. Яркость приличная 500 нит и пиковая 600 нит. При прямом попадании света на экран яркости не хватает. Частота обновления экрана всего 60 Гц, скроллинг довольно плавный, но иногда проскакивают подвисания интерфейса. Автояркость работает хорошо, она точно подстраивает яркость экрана под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок, рамки вокруг экрана минимальные, иногда это приводит к ложным срабатываниям. Далее планшет без проблем справляется с 10 пальцами, тест на мультитач он прошел. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартно пин-кодом. Распознавание лица работает как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Срабатывает распознавание лица стабильно, но не совсем быстро. Внести биометрические данные можно только одного лица, что слегка расстраивает. Можно запустить до 3 приложений одновременно, но мне кажется, что ОЗУ здесь недостаточно для удобной работы без подвисаний с 3 приложениями. Мало оперативки. Также Samsung DeX, естественно, на борту. К слову, в этом режиме планшет работает быстрее. Приложения открываются шустрее, да и в принципе приятно пользоваться планшетом в этом режиме. Летим дальше. Процессор здесь не супер мощный. Qualcomm Snapdragon 750G с техпроцессом 8 нанометров и 8 ядрами. Спасибо, хоть не запихали сюда енота. Максимальная частота которого 2,2 ГГц. Графический процессор Adreno 619, интерфейс One UI 4.1 и Android 12 версии прилетел. Оперативная память LPDDR4X на 4 ГБ, внутренняя память на 64. Вот здесь вот ощущается, правда? 4 ГБ оперативы в планшете за эти деньги. Такое себе. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, 5G сети отсутствует. Для 4G есть Band 7 и 20, которые на борту, симку запихиваем и пользуемся не только Wi-Fi. Связь ловит хорошо, звучание при звонках четкое и микрофоны отрабатывают отлично. Запись разговора, разумеется, отсутствует в стоке. VO LTE на борту, а вот VO Wi-Fi нет, к сожалению. Вибромоторчик не установлен, Bluetooth версии 5.0, NFC на борту нет, что стандартно, ну и вообще не особо и необходимо. Из навигации GPS GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра в городских условиях, что для Qualcomm потолок. Емкость аккумулятора 10 тысяч мАч. В PC-марке выдал скромные 5 часов 12 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости. Заряжается с 0 до сотки от родного адаптера питания на 15 Вт почти 4 часа, что не очень долго, но и не великолепно быстро. Планшет поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, поедает 24% за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости. За час игры в Genshin Impact на минимальных настройках графики при 100% яркости улетает 18%. Играть некомфортно, просадка FPS лютая, яркость экран понизил почти после 15 минут непрерывной игры. В более легкие игры играть уже комфортнее, фризы редко, но бывают. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик холла, датчик освещенности. Перейдем к тесту. Тротлинг-тест проходит стабильно, но не с лучшими результатами. 164 гипса минимально, максимально 186 и в среднем 181 гипс на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 458, в мультикоре 1539. В 3D-марке показал Wildlife 1106, Wildlife Extreme 335, Wildlife Stress Test 1109, Wildlife Extreme Stress Test 338, Slingshot Extreme 2563 и Slingshot 3559. В Antutu выдал результат в 287 тысяч попугаев. Storage-тест показал 26 тысяч. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране. Результаты теста искусственного интеллекта 131 тысяча. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля на 8 мегапикселей без LED-вспышки, но с направленным микрофоном. Максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps, у основной камеры цифровая стабилизация на борту, и она хорошо справляется по мне. Фронталка на 5 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео 1080p
1080p 30 fps. Также у основной камеры автофокус слегка некорректно работает, но в целом качество съемки не огорчает. Короткие примеры вы сейчас увидите ночью и днем. Максимально странный и многим бесполезный тест — это фронтальная камера. Ночь вот так примерно вас будет снимать этот планшет. Хотя, с другой стороны, полезное или бесполезное, нужно всегда помнить, что этот планшет конкретно у меня в модификации с возможностью физического размещения сим-карты, то есть с него можно звонить, и, разумеется, в любой локации, в которую бы вы ни пришли, вы можете использовать не только Wi-Fi, но и сотовую сеть. Сможете вот так, допустим, с кем-то разговаривать. Но, если честно, размеры не предполагают комфортное использование, поэтому оценивать вам. Переключаю на основную камеру. Максимум 1080p 30 fps. И съемка, вы сами видите, что абсолютно, я бы сказал, может быть информативно. Можно понять, где я нахожусь через какое-то время, но в целом ночью снимать на этот планшет смысла нет никакого. Еще единственное, проверю на Rolling Shutter. Я его здесь не наблюдаю. И магия в том, что у основной камеры есть такой режим, как ночь. То есть сами производители планшетов Samsung предполагали, что вы будете его, возможно, использовать для того, чтобы делать фотографии ночью. Размеры космос, поэтому, еще раз повторяюсь, сложно мне представить сценарии, но вот, по мнению Samsung, они имеются. Ну что, фронтальная камера 1080p 30 fps, вблизи Мурина, никаких сглаживаний я здесь не вижу. Ветер сильный, поэтому если вам задувает, вы уж простите. Если брать в принципе картинку, то без учета разрешения она мне нравится. Rolling Shutter я лично не наблюдаю. Цвета передаются натурально, что желтый, что бледно-голубой, что синие очки, седую бороду видно, и съемка ведется, получается, против солнца. Вот сейчас солнце вышло, и камера должна, в принципе, справляться хуже. А Samsung в этом смысле молодцы. Нет претензий. При правильном освещении фронталка будет отрабатывать на все 100. Даже если вас будет человек смотреть по телевизору, во всяком случае, один сплошной пиксель не будет. Понятно, разрешение очень плохое, но для съемки в нормальных условиях камера хороша. И даже не под фризов я не вижу, учитывая, что осталось всего 3% заряда. И это многое значит. Можете, разумеется, сразу же на основную камеру. Здесь такая же история. По поводу стаба особо размышлять и рассуждать не стоит. По поводу микрофонов напоминаю, что, к сожалению, сейчас просто лютый ветер. Или, к счастью, как раз планшет может проявить себя. X максимум 4. Мыло мыльное. На паузу можно ставить. Можно и фотографировать. Напоминаю, что вот, допустим, в этом планшете актуально проверять возможности съемки. Почему? Потому что здесь есть возможность разместить физическую сим-карту. 8-ю версию я хотел купить, оформил предзаказ, а потом понял, что когда я покупаю за 150 тысяч планшет с возможностями фактически хуже, чем у ноутбука, проще купить MacBook. То есть за те же деньги я мог купить на 16 гигабайт оперативки MacBook, что в принципе и сделал на M1. Не вижу смысла в планшетах, которые стоят дороже 100 тысяч рублей. Опять же, если это не Apple, и опять же, если вы не лютый фанат Samsung, у вас их ноутбук, не знаю, телефон, часы, вот тогда в этой экосистеме, наверное, есть смысл брать планшеты Samsung, но снова не за 100 тысяч. То есть, если вы собираетесь брать что-то дорогое, ультрадорогое, я еще раз очередной советую обратить внимание на яблоко. Минусы: нет сканера отпечатков пальцев, нет мини-джека, интерфейс работает не лучшим образом, скорее всего из-за малой оперативки, малое разрешение для съемки с основного модуля и малая плотность пикселей. 2 стереодинамика маловато, как по мне, за такую цену, и частота обновления экрана 60 Гц. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. И хочу отметить, при любом раскладе промокоды, хотя
пока и не грузится Алиэкспрессом, рано или поздно они появятся. Сейчас выгодно покупать через Kiwi, я это не раз за ролик скажу. И несмотря ни на что и вопреки всему, мы рынок, и все равно нам что-то будут вести. Возможно, это будет не Samsung, возможно, это будет только концерн BBK какой-нибудь. Разумеется, параллельный импорт у нас сейчас включат и с айфонами тоже, поэтому, думаю, нам будет о чем говорить по поводу железок. Резюмируя, как всегда, максимально честно. Почему? Потому что планшеты — это не те девайсы, которые пользуются спросом. Почему мы сейчас на них смотрим? Потому что мы бежим вообще за всеми железками, которые здесь остались. Яблоко не везут, Samsung сказали, что не везут. Я не видел возможности, допустим, предзаказа S22 Ultra, который я купил. На всех сайтах нашего ритейла написано «привезут». Когда — неизвестно. Было много информации по поводу того, что Huawei не продает свои ретрансляторы для связи. И много всего плохого. Наверное, поэтому мы посмотрели на все железки, которые сейчас продаются. Я, допустим, Alienware'овский ноутбук и стационар купил в количестве 2 штук. Для чего? Потому что я думаю, что, возможно, вообще ничего не будет возможности приобрести. Но месяц прошел, какие-то девайсы остались. Допустим, этот планшет все еще есть в российском ритейле. По моим меркам, вообще по каким-то нереальным ценам, можете погуглить. Google вам в помощь, пока работает. Если брать, еще раз повторяю, ценник вот этого девайса на Али адекватно. Нужен ли он вам? Это вопрос дня. Большой, красивый. Есть ли альтернативы? За рублевый эквивалент, наверное, да. Потому что планшетов я обозревал уже море. Те же Lenovo на низком курсе, прямо волшебные планшеты. Те же Мишки, ну да, у них чуть-чуть хуже экран, но тоже отличные планшеты за свои деньги. То есть покупать это дело, пусть даже с возможностью LTE, за цену в 2 раза выше, чем у Xiaomi, я бы не стал. Мне планшет понравился, я его сыну оставлю. Вот такой вот каламбур я не советую, но мне он зашел, перепродавать я его не буду. Экран волшебный, заряд погибает моментально практически, он не живучий. 6-7 часов, если на максималках, с максимальной яркостью, по мне лично это мало. Но я успел его купить по старому ценнику, в принципе, сейчас он старый только на Алишке. Напоминаю, на Али, к слову, сейчас порог 1000 евро, вы можете покупать даже ноутбуки. Не забываем подписываться на телеграм-канал скидок, я туда скидываю много чего интересного. Допустим, F3 сегодня за 23 тысячи был с официального магазина Poco. И еще много таких моментов, да, они не супер выгодные, но... Я лично радуюсь, что нам что-то продают. Можете мне в комментариях писать, что я пессимист, но я хожу в магазины, покупаю продукты, плачу за ЖКХ, и я, к сожалению, реалист. Вот так. Подписываемся на канал с колоколом. Девайсу не мое, но да, добра и удачи вам, дорогие друзья.